Для узора набираю число петель кратное 6 плюс 5 петель. Раз, два, 18 и еще плюс 5. 19, 20, 21, 22, 23, 23. Вот я набрала 23 петли и перехожу к вязанию первого ряда. Первый ряд — изнаночная сторона. Делаю воздушную петлю подъема, дальше делаю накид на крючке, вкалываю крючок, получается, во второе звено от крючка за дальнюю дужку и делаю соединительную петлю с накидом. Раз. Опять накид. И в следующую точку точно так же за дальнюю дужку соединительную петлю с накидом. 2. Накид. И в следующую точку соединительную петлю с накидом. По лицевой стороне, то есть по обратной, в данный момент будет образовываться вот такая вот красивая косичка. Вяжу так до конца этого ряда. Соединительных петель с накидом должно быть ровно то количество, которое мы набрали воздушных петель, то есть у меня их тоже будет 23. Последние петли 22 и 23 вот в последнее звено. Первый ряд на этом будет закончен. И дальше перехожу к вязанию второго ряда. Второй ряд — лицевая сторона. Делаю воздушную петлю подъема на второй ряд и поворачиваю изделие. Вкалываю крючок во второе звено от крючка за дальнюю дужку. Вот так, да? Подхватываю рабочую нитку и делаю соединительную петлю. А дальше начинается раппорт этого узора во втором ряду. 3 воздушных петли. 1, 2, 3. По низу отсчитываю 1, 2, 3. То есть вот сюда буду дальше вкалывать крючок. Делаю накид и вот в эту точку делаю столбик с накидом. Точно так же за дальнюю полупетлю. Все петли в этом узоре будут вязаться за дальнюю полупетлю. Снова делаю накид. В следующую точку делаю соединительную петлю с накидом. Ну, то есть ту самую, с которой мы вязали весь предыдущий ряд. 1 и 2. Вот получается соединительная петля с накидом. А в следующую точку делаю обычную соединительную петлю. Вот так. И вот он, раппорт узора в этом ряду. 3 воздушных. 1, 2, 3. Делаю накид и здесь отсчитываю 1, 2, 3. В четвертую вкалываю крючок и делаю столбик с накидом. Самый обыкновенный, но только за дальнюю дужку. Снова делаю накид и делаю соединительную петлю с накидом. 1, 1. И в следующую точку делаю просто обычную соединительную петлю. И давайте еще раз повторю. 3 воздушных. 1, 2, 3. Делаю накид на крючке. 1, 2, 3. Вкалываю крючок вот сюда. Делаю столбик с накидом. 1. За ним соединительная петля с накидом. 1, 1, 1. И после обычная соединительная петля. Все это вяжется за дальнюю дужку. Снова 3 воздушных. 1, 2, 3. И заканчивается ряд столбиком с накидом. 1, 2, 3. И вот она, четвертая точка. Все верно. Накид на крючке и в четвертую точку, самую последнюю, делаю столбик с накидом. Вот такой получается второй ряд, лицевая сторона. Дальше третий ряд, изнаночная сторона. Воздушная петля подъема, поворот. Все нечетные ряды будут вязаться абсолютно одинаково. И в каждую точку делаю просто соединительный столбик с накидом, точно так же, как я делала в первом ряду. Здесь число этих петель будет равно числу наборной цепочки в самом начале. Вот.
Вяжу так до конца ряда. Довязываю ряд. Здесь последние 2 петли, это 22 и последняя 23. Третий ряд на этом закончен. Изнаночная сторона и вот лицевая сторона. И теперь четвертый ряд этого узора. Четвертый ряд будет очень похож на второй, но будет вязаться в шахматном порядке относительно него. Итак, начинаю четвертый ряд с волшебного подъемного столбика с накидом. Вытаскиваю петлю на высоту этого столбика, делаю виток на крючке и вкалываю крючок в дальнюю, за заднюю полупетлю. Вывожу одну петлю, провязываю петлю и виток вместе раз, и дальше провязываю 2. Вот получается волшебный подъемный столбик. И дальше начинается раппорт в четвертом ряду. Столбик с накидом 1, соединительная петля с накидом тоже 1, и воздушная и соединительная петля обыкновенная тоже 1, и 3 воздушных. 1, 2, 3. Раппорт здесь точно такой же, как и во втором ряду, но видите, он сместился в шахматном порядке. И теперь над провязанными петлями второго ряда мы будем делать воздушные, а над воздушными петлями второго ряда мы будем делать провязанные петли. Снова делаю накид 1, 2, 3 в четвертую петлю за дальнюю тушку, вкалываю крючок и повторяю. Столбик с накидом, соединительная петля с накидом и обычная соединительная петля. 3 воздушных. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Столбик с накидом, соединительная петля с накидом и просто соединительная петля. И снова 3 воздушных. 1, 2, 3. И опять новый раппорт. 1, 2, 3. Вот его остаточек получается раппорта. Здесь делаю столбик с накидом, соединительная петля с накидом и просто соединительная петля. И остается еще одна точка в этом ряду, про нее не забудьте. Сюда делаю просто соединительную петлю. Вот он получается раппорт четвертого ряда. Пятый ряд, как и все нечетные, вяжется одинаково. Воздушная петля подъема, поворот, вкалываю крючок. Ну, соответственно, дальше начинаю вязать с 1 по 4 ряд. Пятый ряд идентичен первому. И во второе звено от крючка начинаю делать соединительные столбики с накидом. Для того, чтобы по лицевой стороне изделия образовалась красивая вот эта вот косичка, которая как раз и будет имитировать вязку спицами, и как будто бы это у нас лицевая колонка спицами идет. Вяжу так до конца ряда и повторяю с 1 по 4 ряд. Одно небольшое замечание, вот как здесь, да, если вы будете заканчивать раппорт, то не забудьте закончить раппорт не 4 рядом, а 1, чтобы по краю завершающего ряда тоже была вот эта красивая косичка, да, как и в начале, чтобы все было красиво и симметрично, потому что закончить изделие 4 рядом, но у вас останется вот такая тонкая полоска, это будет не очень красиво. И вот маленький образец, он готов. Такие ячейки, и если смотреть на него вот так, то кажется, что это вязка спицами, да, вот лицевая колонка, вот следующая лицевая колонка, и здесь она перебивается какими-то отверстиями. Ну, конечно, такая вязка, видите, поплотнее. И вот он образец побольше, который я уже отпарила, да, из фиолетовой пряжи. Пряжа здесь одинаково. Смотрите, если вот так вот смотреть, то мне кажется, уберу все лишнее, то мне кажется, что вполне может сойти на первый взгляд за изделие, вязаное спицами. Это лицевая сторона этого узора. И вот такая вот изнанка. Здесь тоже все довольно аккуратно, все красиво. И если вы будете вязать этим узором какую-то маечку, топ или, может быть, даже кардиган, то, соответственно, его нужно будет вязать
поперечными рядами, да, получается вот так вот, используя технику укороченных и удлиненных рядов. Ну, в принципе, вот так вот, если вязать в традиционном порядке, тоже смотрится довольно красиво. Но этот узор из серии узоров боснийской вязки, он применяется как раз-таки в технике поперечного вязания крючком. Можно и шапочку связать, можно и какой-то топ. Ну, шапочку, естественно, летнюю, какой-нибудь летний беретик, может быть, для детей. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Заранее спасибо за ваши лайки. Подписывайтесь на канал. Если что-то было непонятно, задавайте свои вопросы в комментариях. Спасибо за внимание. Пока-пока.